Многих интересует вопрос, когда и как часто менять тормозную жидкость в автомобиле. Именно на этот счет в интернете довольно много видеороликов о том, как часто менять тормозную жидкость. И сегодня хочу поделиться своим мнением по поводу того, как же все-таки правильно и часто менять тормозную жидкость в автомобиле. И самое первое, на что следует обратить внимание, это на уровень в бачке для тормозной жидкости. Если в бачке ваш уровень достигает максимальной метки, а тормозной путь автомобиля ухудшился или реально заметно увеличился, а при этом тормозная система у вас в порядке, это и подскажет нам с вами, что тормозная жидкость, эффективность тормозной жидкости снизилась, поэтому нужно ее менять. А со всем этим можно обратить внимание на то, в каком состоянии наша тормозная жидкость. Если присутствуют следы коррозии или какие-нибудь разрушения на элементах тормозной системы, это нам с вами явно подскажет тот факт, что тормозную жидкость пора менять. Вообще при нормальной частой эксплуатации автомобиля принято считать, что тормозную жидкость в обязательном порядке нужно менять раз в 2 года. Но у нас некоторые автомобилисты раз в 2 года меняют моторное масло или тот же антифриз. Никто в основном даже не обращает, что тормозной путь автомобиля ухудшается. И когда даже тормозной путь ухудшается, все бросаются менять тормозные колодки или тормозные диски. Но никто почему-то не бросается сразу к бачку тормозной жидкости, не меняет ее. Как принято у автомобилистов, долил тормозной жидкости, если ее не хватает максимального уровня, и так сойдет. Но как мы все уже с вами знаем, тормозная жидкость поглощает в себя влагу, конденсат или воду, которая образуется в системе тормозов. Точно так же вредит тормозной жидкости и коррозия, которая находится в тормозной системе. Если у тормозной жидкости закончился срок годности, так это понятно, автомобиль будет плохо тормозить. Но если, к примеру, у вас тормозная система где-нибудь не герметична, тормозная жидкость конкретно будет в себя впитывать влагу и воду. Как следствие, торможение ухудшится, а наши суппорта просто будут приклинивать и бить в руль. А при торможении автомобиль вообще будет уносить в любую из сторон. Или хотя бы тот факт, что в дороге он попросту заклинит и не даст вам возможность ехать дальше. Поэтому сегодня я хочу показать, как без специального прибора проверить тормозную жидкость. Для этого нам понадобится мультиметр. Мультиметр выставляем в отметку 20 вольт. Плюсовой щуп фиксируем на плюсовую клемму аккумулятора. Открываем наш бачок и в него запихиваем минусовой провод тестера и смотрим на значение. И сейчас, дорогие друзья, мы с вами наблюдаем уровень влаги в нашем бачке тормозной жидкости. Хочу сразу сказать, что если взять точно такую же процедуру, но опустить черный щуп в новую баночку с тормозной жидкости, здесь будут нули. Если тормозная жидкость качественная. Допустимая норма, при которых можно эксплуатировать тормозную жидкость дальше, не больше 3 вольт. Мы видим, сколько у нас сейчас. И вот, для примера, у автомобиля залита новая свеженькая жидкость. И вот такие вот значения у нас. То есть, таким образом, дорогие друзья, мы с вами можем легко сделать вывод, что у автомобиля очень плохое торможение, и это действительно так, я не буду скрывать. По той причине, по которой у нас в бачке для тормозной жидкости очень большой уровень влаги, очень большой уровень воды, возможно, даже и такое. Несмотря на то, что у меня система торможения полностью герметична, новые тормозные колодки, автомобиль по-прежнему тормозит очень плохо. Поэтому, друзья, обращайте внимание на такие вот нюансы. Если вам понравился ролик, ставим лайк, подписываемся на канал и всем пока!